Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я выпекаю шоколадный бисквит, который всегда получается без разрыхлителя, без разделения яиц. Наверное, один из самых бюджетных шоколадных бисквитов, потому что он не содержит ни молока, ни сливочного масла, ни даже растительного масла. На вкус получается необыкновенно легким и очень-очень вкусным. Благодаря добавлению небольшого количества крахмала этот бисквит, его коржи долго удерживают влагу. Итак, что же нам понадобится, чтобы его приготовить? Во-первых, 8 яиц. Здесь у меня двойная порция. Все полные описания каждой порции, каждой форме будут в описании к данному видео, внизу под видео. Сейчас я выпекаю двойную порцию по 18 сантиметров. У меня будут две формы. 8 яиц размером по 65 грамм каждое яйцо. Пакетик ванильного сахара, 280 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала, 200 грамм муки и 40 грамм какао. Элементарнейший состав продуктов, которые есть у всех всегда дома. Итак, на малых оборотах миксера я сейчас начинаю взбивать яйца. Я ничего здесь не разделяю. Ввожу туда сразу ванильный сахар. Ввожу туда 20 грамм крахмала. Это все перемешивается очень быстро. Вы можете повзбивать крахмал с яйцами. Это только уплотнит массу. И сахар я ввожу. И все это взбиваю до минут 10 точно. До очень уже такой плотной массы, чтобы на полных оборотах миксера, чтобы масса держала след от венчика. Пока взбивается моя масса, она, естественно, увеличится очень сильно в объеме, она побелеет. Пока у меня взбивается, я застелю, потом я буду вводить туда ложками вот эту смесь какао и муки. Я застелила уже мою форму. Две у меня здесь сейчас по 18 сантиметров, поэтому я и озвучиваю двойной рецепт. Обязательно нужно форму приготовить заранее, и духовка у нас разогревается на 175 градусов. Мука просеяна 200 грамм. Какао сейчас просеивать буду в муку, потому что какао комкуется очень быстро. Какао у меня здесь обычный порошок, не алкализованный порошок какао. И вы берите уже, какой у вас есть. Я беру всегда только обычный. Обязательно просеиваем муку и обязательно перемешиваем потом вот так вот венчиком, чтобы потом у нас в тесте не образовалось от муки белых некрасивых вкраплений. Должна получиться однородная меланжевая масса. Это очень важно сделать. Это делается очень быстро. Итак, теперь смотрим, насколько у нас взбито тесто. У меня прошло уже минут, наверное, почти 15, я бы сказала. Видите, след есть, он не оплывает. И я на самых маленьких оборотах начинаю по вот такой столовой ложке вводить мою смесь муки и какао. Итак, мы ввели всю нашу муку и какао, долго ничего не перемешиваем. Сразу я прохожу здесь еще раз лопаткой и переливаю всю эту массу в формы. Потом я прохожу вот так деревянной шпажкой, чтобы вышел лишний воздух. На 175 градусов вверх-вниз без конвекции средний уровень отправляю в духовку на 35 минут. Прошло 35 минут. Я достаю мои бисквиты. Легкие шапочки есть, они очень горячие. Проверяем готовность. Шпажка деревянная, она выходит сухая и чистая, если бисквит готов. Теперь вот эти шапочки, они сейчас уйдут, как только остынет бисквит. На вот таких решетках просто ставим на дно их, как обычно. Они у меня остынут до полного остывания в формах. Прошло у меня где-то полчаса, бисквиты остыли. Видите, полностью уже ушли практически эти шапочки. Сейчас я их освобождаю от фольги. Обязательно это нужно сделать, и от форм. И буду убирать их в холодильник часов, ну, минимум на 6. Бисквиты эти
нуждаются в отдыхе, потому что они без разрыхлителя. Видите, какое ровное дно у бисквитов. Ни в коем случае нигде ничего не пригорает, не вытекает. Это чудо-рецепт, который всегда получается. И, видимо, я думаю, так, один из самых бюджетных. Видите, вот теперь они у нас должны в холодильнике храниться дном вверх. Теперь то же самое я проделываю и со второй формой. Если бы мы выпекали сейчас просто ванильный бисквит, его рецепт есть на моем канале подробнейший, без какао, он у нас полностью поднялся бы до верха формы. Вот такой он уже ровный, он еще не лежал у нас в холодильнике. Видите, уже шапочка полностью ушла у него. Итак, теперь обязательно, вот еще раз я показываю поближе его, и сейчас дном вверх мы убираем в пищевой пленке, обязательно в пищевой пленке, иначе он будет высыхать в холодильнике. И убираем на ночь, ну, часов на 8, я убираю на ночь обычно. И отлежится он в холодильнике, и тогда он идеально будет у нас нарезаться. Ночь у меня прошла, часов 8 точно прошло. Он уже ровный, плоский у меня абсолютно. На втором делении кондитерской струной я буду его нарезать. У меня сейчас нарежется 3 таких достаточно высоких коржа. Если вам нужны потоньше коржи, вы можете на первом делении нарезать. И видите, вот так вот он в разрезе выглядит. И вы можете на первом делении разрезать смело на 4 коржа его. Здесь у меня 18 сантиметров в диаметре. И сейчас покажу, какой обрезочек получится от него. Потом обрезки не выкидываем. Можно с ними и кейк-попсы сделать, и пирожные картошки, и также в какие-то 3D-торты пустить. Есть у меня даже, вот я недавно делала торт, полянку с подснежниками. Он у меня полностью вот из таких вот обрезков состоит, тот тортик. Ну, домашний такой тортик. Ну, кому-то, может быть, и такой пригодится. И со вторым бисквитом я проделываю то же самое. Видите, как он отлежался, он полностью уже плоский и ровный у нас. 8 часов в холодильнике. Обязательно этому бисквиту нужно отдыхать в холодильнике. Он очень холодный у меня. Итак, вот такой обрезочек уже от второго у меня получается. Но у меня на втором делении струну я режу. Бисквит вкуснейший, очень-очень легкий. Очень подходит к нему творожные кремы. Легкие кремы к нему подходят. Вот такие ровные, идеальные коржики у меня получились. Бисквит очень неприхотливый. Он несколько дней хранится в холодильнике в пищевой пленке. Также его можно до месяца замораживать. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.